Всем привет, с вами Unibase. Я продолжаю изучать Поллок и его семьи. И как я и говорил, то что я здесь не буду рассказывать про биографии, показывать их, а буду играть семьями неделю и смотреть на потенциал, который есть у этих персонажей. Поллок — это городок такой в СНГшном стиле, и сегодня мы как раз переходим к семье не Закруткиных, мы их посмотрим попозже, а к семье Ворон. Она живет вот в таком СНТ, и сейчас мы посмотрим на ее домик. Ну, она живет вот в таком домике, а история семьи такова, что она раньше занималась криминалом, была в криминальных кругах, хотела выйти замуж за какого-то криминального авторитета, но сдала своего мужа и его подельников, и как-то выкрутиться из этой ситуации. Потом быстренько уехала на остров Твики, и, вернувшись в Поллок под новым амплуа, стала разводить доверчивых пенсионеров, соответственно, ее соседку, чтобы типа вылечить ее мужа. Ну, на самом деле, все, что касается Ноны, я практически не знаю, что с ней делать всю неделю, потому что она, как таковой, довольно-таки готовый персонаж. Поэтому я спросил несколько идей, как можно развивать ее в рамках канона, и попробую что-то из этого воплотить. Во-первых, в рамках этого геймплея случайно так получилось, что ее бывший жених Борис Малинов сейчас скрывается от бандитов других, и поэтому поселился с ней по соседству. И так как она на него до сих пор зла, то можно будет попробовать как-то взаимодействовать с ним. Плюс у нее все-таки есть ее замечательные соседи, которых она дурит. Нужно будет с ними еще провернуть всякие аферы и что-нибудь попробовать устроить с местными жителями этого городочка. Я думаю, что она сейчас насобирает каких-нибудь банок и будет их пытаться продать местным жителям как вариантик каких-нибудь снадобий от всех невзгод. И с этим мы пойдем куда-нибудь в парк. Так как она все-таки невидима и не умеет делать никакую настоящую приблуду по типу амулетов и всего такого, то нужно будет выворачиваться как только можно. Вот такой вот парк, довольно интересный. Он прям чисто в эстетике. Здесь есть ларечки, какие-то статуи. Все довольно забавно, маленькая сцена. Вот здесь будем искать наших клиентов. Думаю, что можно будет попробовать кого-нибудь такого. Мы же с ней еще не знакомы. Давай предложим ей свое снадобье. Посмотрим, поведется она или нет. О, ей не нравится. Ну, тогда у нас есть план Б. Просто попробуем красть деньги. Так, еще кто-то здесь есть. Ну-ка, давайте поприветствуем. Тоже предложи ему купить товар. О, ему понравилось. Но я думаю, что она будет прям дорого продавать. Так, попробуем продать прям за 200. И держи свое пойло. Сейчас придет, разборки устроит. Ну, нет, хвалит. Ну ладно. Она, видимо, еще не заметила, что ее облапошили. Кто тут еще есть? Невинные подростки. Ну-ка. Попробуем тебя облапошить. Так, она вроде как ведется. Отлично. Тоже продайте запасов. 200. Окей. Держи. Возможно, она как раз хотела уже купить любовное зелье. Вот типа тебе любовное зелье. О, а это новая пассия Бориса. Ну-ка. Думаю, сейчас будет драка. Ну что ж, она уже хочет есть. Я думаю, что можно сходить куда-нибудь тоже. Главное, не в ресторан Прагу. Вот такая вот пельменная. Ну что, солнце мое, недовольно стульями, да? Не того качества, к которому ты привыкла. Позвольте мне тут поесть ваших пельменей. Что такое эскапол? Давайте посмотрим. Кто пожаловал, кто пожаловал. Ну что ж. Господи, куда ты пытаешься попасть? У меня такой один вопрос. Что вам не хватает? Господи, какое-то ресторанное блюдо. Это что вообще? С огурчиками зато как будто закуска. Дурдом какой-то, господи, вы так орете все. Ну, я думаю, что можно
конечно, попробовать сбежать. Давай попробуем. Вот-то здесь нечисто. Иди сюда. Тебя поймали, теперь в руках неоплаченный счет и подмоченная репутация. Блин, наругается. Не получилось. Ну ладно. Безобразие. Даже сбежать нормально не дают. О, привет. Гриш, ты, наверное, сюда работать пришел, я так думаю. Ой, ёманый. А это радуется. Ну ладно. Мне нравится, что Лола сама, конечно, начала первую драку. О, она победила. Ну ладно. Я думаю, то, что она сейчас как раз ей и предложит какое-нибудь тоже снадобье, которое мы так упорно и долго готовили, но ей не хочется. Может быть, тогда попробовать подружить, чтобы она была на крючке. Господи, что вы делаете? Теперь она должна соглашаться на все штуки. Скажи, что зайдешь потом, а сейчас нам нужно на работу других людей дурить. Дачная идиллия. Самое время-то, да. Надурила народ и спать. Что за молодой человек к нам тут пришел? Здравствуйте. Вы к нам по указанию. Ну давай мы продадим наше снадобье. Все, уходи, уходи. Оп, вот она и приехала. Кстати, я заметил, то, что тут еще телефон прячется за шторкой. Конечно, забавно. Нет, ну домики, конечно, в этом СНТ такие малюсенькие, но все равно довольно-таки уютно. Ну что, дорогая моя, настал новый день. Наверное, сегодня нам нужно сходить все-таки к старикам, чтобы продать куриное яйцо. О боже, что за внезапные звонки. Лола звонит. Наверное, просит еще одно зелье ей продать. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня сможем и к ней зайти. Может быть, то не сработало, или наоборот, то сработало. Непонятно. А еще интересно, вот она для Гриши хочет это любовное зелье или как? Помидоры. Залило, мне кажется, их. И все, самое время идти к Закруткиным. Здравствуйте. Позвони в дверь. Угу. Звонок в калитку. Дед приперся. Вот он сейчас явно будет не рад, потому что пришла Нона. Боже, кашляет тут на нас. Сейчас он начнет спорить. Типа, а что это она сюда пришла? Чтобы не ходила сюда. И не нервировала его жену. Она все равно зашла. Так, идем быстрее от деда. Хватит тут плескаться в лужах. Мне кажется, будет драка. А Нона такая чистая, на своих правах сюда зайдет, никого не спросив. Ну-ка, давай, порадуй ее, сделай комплимент. Так хорошо вы выглядите. Ну-ка, поговори с ней, поболтай. О, господи, они еще лучшими друзьями успели стать. Мне кажется, дед все-таки решил ретироваться и не вступать ни в какие споры, но, возможно, с Тамарой он потом поговорит. Продай снадобье от всего. Это панацея, скажи. Мне нравится, как потихоньку, и мы уже как бы зарабатываем 10 тысяч. Вон все кровные деньги стариков. Я думаю, что Нона сейчас подумает, что... А ведь помимо того, чтобы просто вымогать деньги, можно же еще их квартирку забрать себе. Умные мысли преследовали ее, но она была быстрее. Да, втирайся к ней в доверие. Может, она и перепишет на тебя квартиру. И нам нужно сейчас еще к Лоле сходить. Да, раз уж Лола тут сама позвонила, то мы к ней как бы доставку на дом сейчас организуем. Посмотрим. Наверное, сейчас в домофон позвонила. Хотя тогда еще не было домофонов, были эти коды. Пришел к Гурам, сейчас будет спрашивать, что тебе надо. О, Арсений. Мелкий вернулся, этот ушел. Господи, что у вас тут уж начинается? Наверное, издевается, спрашивает, типа, что приперлась? Болтай. Ну-ка, мелочь пузатая. Тимур, скажи, где твоя сестра там ходит? Да, правильно, закопай домашку. Все приперлись. Это тут радуется. Господи, Ан, ты чего? В этом городке одни депрессивные женщины, кстати говоря. Сделай ей комплимент, нам нужно нарабатывать базу. Они уже, кажется, что-то знают про Нону, ничего ей не нравится. Я понимаю. То есть ты пришел сюда,
ради газеты, ради Лолы, чисто из другого конца города. А постоять нужно, конечно, и убежать. Угу. Лола не дома. Вот же дура, наверное, сейчас она подумает. Перлась сюда ради нее. А тут только все, кроме нее, кстати говоря. И никто даже не пускает. Ну что ж, у меня много вопросов. Что здесь происходит? Медведь сидит на горшке. Эти вдвоем на кровати. Угу. Ага, понятно. А ребенок здесь на улице развлекается в луже. Она, наверное, подумает, что ты вообще сумасшедшая семья. Представляешь, как будешь резать своих врагов? Или что? Ну и думаю то, что сегодня в ночи она захочет представиться своим новым соседям. Буквально соседям в соседнем доме. Но она же наверняка не упустит шанс поглумиться над Малиновым. Посмотрим, что там происходит. А здесь, значит, заходи кто хочешь. Друзья, у меня только один вопрос. А вам не страшно вот так вот без двери здесь жить? Но я думаю, то, что после этого случая Борис дверь-то сделает. Он сейчас скажет, ну что, не ждал меня, муженек? Давай тут устроим вакханалию полную. И мымру твою новую. Господи, она просто как злая ведьма пришла. Ну что ж, вот так вот представили соседям и все, можно убегать. Ни ты не рада им, ни тебе не рады. Единственное, чему теперь рада Нонна, это то, что они все в одной лодке. То, что, видимо, Малинов получил по заслугам, по ее мнению. Что ж, новое утро, новое ты. Сегодня планы грандиозные, планов много. Так как нас вчера нерадушно принял Малинов, то нужно будет пойти ему мстить, я так чувствую. А еще все-таки встретиться с Тамарой, наш с ней подружиться хочет. И действительно бы еще выцепить где-то Лолу, раз она там не появилась. Нам же нужно как-то клиентуру забирать. Поэтому я предлагаю сейчас после завтрака позвонить Тамаре, сказать, чтобы она приходила. А потом пойти на поиски Лолы. А чё, старики все равно ничем не занимаются все время. Они, наверное, там на пенсии чисто сидят. Никому работать не надо. Можно в любое время прийти к соседям. Может, заодно с растениями поможет разобраться. Кто звонит, кто звонит. Какой-то чел, кто это вообще? Леонтий Пилюкин. Чё надо мужику? Может, тоже хочет с ней встретиться? О, пришла. Приветствуй. Все, бросай трубку. Идем отдавать ей яйцо. Конечно, не бесплатно. Расскажи то, что вот это яйцо нужно обязательно взять, закопать на кладбище. Так, и оно будет вообще не дешевым так-то. И тогда муж будет в порядке. Раз уж тебе, может, панацея если не помогла, то давай. Я думаю, то, что она еще может попросить ее помочь с грядками, сказать, что ничего у меня не работает. Будем эксплуатировать, короче, папку по полной. И потом попрощаемся. Все, пока-пока. Сейчас быстренько приведем себя в порядок, и нужно успеть все сделать до работы. Пойдем на поиски всяких Эмма-девчонок. Есть так подумать, где она может быть. Конечно, соблазн есть сходить на кладбище. Но вдруг она где-то еще? Ну, давай что ли попробуем сходить на детскую площадку. Прибыли мы на детскую площадку, но тут как-то не особо. Кто это? Виктор. Виктор, ты что сюда пришел? На дерево смотрит. Опять дождь пошел. Ну, конечно. Ну, идем, будем поджидать, что ли. Не знаю, что еще делать. Да, великолепно. Нет, конечно, нам еще звонил вот этот какой-то челикс, Леонид, господи, женщина. Тебе заняться больше нечем. Может быть, попробовать его еще выцепить? И что-нибудь ему тоже толкнуть? Ну, как-то вот не вижу я его здесь. И вряд ли бы он пришел. Ну ладно, что, пошли, наверное, куда-нибудь еще. Смотреть, где она может тусоваться. Нам уже, конечно, скоро на работу, но тем не менее вдруг. Так, этот рынок не давал мне покоя. Поэтому его стал крышевать Борис Малинов. И теперь здесь есть очень колоритные продавцы и продавщицы. Смотрите на них. Правда, они все не на своих местах, но ладно. Идем купим, раз тебе хочется украшения, цацки всякие. Теперь как будто бы все как-то это поживее стало, поживее немножечко.
Можно купить всякого разного. Так, дорогая моя, что же интересно такого ты хочешь? Может, вот такие сережки? Было бы неплохо. Или тебе какие-нибудь кружочки? Или может вообще сюда повесим? Ну давай для антуража колдуньи ведуньи, может что-нибудь такое. Вообще здесь есть какой-то типа оберег. Давай его берем. Ну, дедуля, давай разбирайся с косой. А вот и сам Малинов пришел. Ну мы ему, конечно... Ах ты козел. Давай его поприветствуем, подеремся. Или лучше, может, деньги сразу украсть, даже не знаю. Че, испугался, а? Ну, беги. Беги за ним, мы будем его проследовать. Куда он там ушел? Малинов, блин, ты как вообще здесь оказался? Нет, тут смотрите какой, нас прямо избегает. Не хочет связываться в драку, чтобы у него украли деньги. Ну что ж. Ладно, на этот раз твоя взяла. Все, мы уже на работу опаздываем. Срочно, срочно, срочно. Давай, поехали. И после работы можно будет сразу приступить к важным делам. Возвращается она, как обычно, за полночь. Это прям самое время, чтобы творить темные делишки. Ну вот так вот, я думаю, ее вообще никто не знает. Добреемся. Это прям преступление века сейчас будет. Так, ну вот я вижу, как и сам хозяин тут заходит. Он-то нам и нужен будет. Ну, а мы хотим совершить сейчас страшное. Конечно, не ограбление ресторана, но тоже неплохо. Давай, Нона, жги. О нет, все сбежались. Беги, беги. Ну, скажу так, работнички, вы это, рано радуйтесь. Да, конечно, неудачница-то какая-то Нона. Даже нормально пожар не можешь устроить. В итоге мусорка не загорелась, а Марина пошла ее тушить. Ну что ж, пошли домой тогда. Да, ну как вообще так можно, конечно. Нормально даже пожар не смогла устроить. Ладно уж, ложись спать. Несмотря на то, что, конечно, Нона обманщица, шарлатанка, я думаю, то, что она может прибегнуть к каким-то знаниям настоящей гадалки и попробовать купить у нее какой-нибудь эликсир действительно для Лолы и что-нибудь в этом роде. Поэтому я думаю, тоже давай попробуем пригласить настоящую гадалку. И после этого можно будет перепродать втридорога. Да, конечно, эти дожди какие-то не заканчивающиеся. Здравствуйте, здравствуйте. И таким образом, я думаю, то, что можно повысить авторитет в глазах других персонажей. Нужно же устанавливать как-то социальные связи. Ну, я думаю, то, что вот теперь можно пойти попробовать поискать Лолу. Она же наверняка где-нибудь ходит прогуливать школу. Интересное, конечно, предположение, то, что возможно, мы встретим ее на кладбище. Потому что, казалось бы, куда бы еще и пойти, не правда ли? А пока мы ее здесь ждем, то можно и предлагать услуги другим. Здравствуйте. Вы так воодушевлены, я вижу. О нет, ей не нравится. Ну что ж, тогда попробуем красить все деньги. Ну уж награду я наколоть было не обязательно, кстати говоря. О, вопиющего деда грех не воровать. Нет, вы смотрите-ка, все подростки прогуливают уроки. При этом Лолы здесь до сих пор нету. Скажи привет, сосед. Полагаю, он даже ничего не поймет и ничего не заметит. Подумает, что опять потерял все деньги, пока бухал. Подлинная женщина. Так, ну-ка попробуй-ка расспросить эту Олю, где там твоя одноклассница? Может, она тебе расскажет. А может согласиться еще купить твой товар. О, нет, ей не нравится вся эта тема. Мне кажется, что она считает ее недостаточно гламурной. Нет, ну а в конце концов, кому больше нужно это зелье? Тебе или Лоле, а? Поэтому пускай сам приходит и покупает. Но, я думаю, будет очередная идеальная идея. Она захочет написать курсы успешного успеха. Наверное, это будут какие-нибудь секретные гадальческие рецепты. И, конечно, все это приведет к деньгам, естественно. Возможно, она хочет масштабировать свой бизнес и попробовать продавать собственную монографию или типа того.
Я предполагаю, что она может быть гадалкой, работает по типу как выезд на дом, избавлю от злых духов. Вот что-нибудь в этом роде. Может быть, завтра попробовать выловить рыбку покрупнее и сходить, ну, не знаю, например, к Рогозину, сказать то, что у вас в драгоценностях там злые духи, нужно это срочно все уничтожить. И это все стащить и перепродать. Я думаю, отличный план. Да, тут, конечно, с утра пораньше Нона полностью подтопила ее участок. Все-таки они в какой-то низине, может, живут. Или тут где-то разлив реки рядом. Но как бы не пришлось на лодке уплывать. Ну что, дорогая моя, давай попробуем посетить твоих соседей. Попробуем выведать обстановку, так сказать. Что-нибудь ему предложим. Может, даже она покусится и скажет то, что я могу вас защитить от потопа. Сейчас мы тут немножечко тебя поколдуем. Ну или, по крайней мере, украдем пару вещей. Попробуем его охмурить. Я думаю, то, что она все-таки за него схватится как клещами. И, может быть, даже сейчас попробует применить опять куклу Вуду. Ха, он ее решил чисто выгнать и пойти на работу. Забавно. Но я думаю, может быть, это даже на руку. Но она же тоже не пальцем деланная. Она наверняка попробует проникнуть к нему в дом. Чисто как все домой. Так, пока сигнализация не сработала, хватай все, что плохо лежит. Срочно, срочно. Что же тут можно попробовать утащить? Все такое тяжелое. О, да, отжигать самое то. Так, ну я думаю, то, что хотя бы вас-то она сможет к себе утащить. Спит жена. О, вот это нам надо, вот это нам надо. Давай заберем. Так, может еще микроволновку? Боюсь, правда, то, что будет несложно узнать, кто это сделал. И уж если Рогозин догадается, то Малинов покажет, где раки зимуют. А можно же было все по-хорошему решить. В итоге устроился просто что? Грабеж. Но мне кажется, он тоже не так проста. Она возьмет эти вещи, да и пойдет, наверное, к твоим соседям перепродавать. А чё? У Забулдыгина вряд ли есть деньги. А вот какие-то подозрительные личности, которые здесь живут, вполне себе. Идем-ка продадим-ка это все Калачевым. Тем более мы знаем то, что мужик здесь вороватый, а денег у них куры не клюют. Ну что ж, как будто бы никого дома не оказалось. Тогда план Б. Идем на рынок и найдем кого сплавить. О, а вот и сосед тут за нами прется. А чё ж у вас дома-то не было? Ну, я знаю здесь одну тетеньку из мастерской, которая наверняка возьмет старую технику. А может даже не старую, а очень хорошую. Это называется отмывание денег. О, столкнулись с каким-то еще гражданином. Анатолий, здравствуйте. А вам случайно не нужна новая техника? Ну-ка, по дешевке отдаю. Ну, допустим... А вот так, нормально. Смотрите, какая классная микроволновка. Бери, не пожалеешь. Отлично. Бабулечка, постой, нам нужно тебя продать. Тоже хорошую вещь. За 300 всего дам. Целая кофеварка. Держи, не пожалеешь. Удачная сделка. Но вот этому дедулечку наверняка понравятся наши вазы. Ну как наши? Теперь наши. Ну что, как тебе? Вариант. О, не твой профиль. Пойдем тогда к тетеньке с духами. Уж наверняка она оценит. Вроде как работает. Давай-ка, давай-ка. О боже. Иди отсюда. Не срывай нам сделки. Я думаю, то, что они не договорились бы конкретно про цену, но можно устроить всегда натуральный обмен какой-нибудь. Посмотрим, что ты нам дашь сейчас. Ну-ка, на что... Ага, она дала раковину, отлично. Я бы сказал, очень выгодная сделка, спасибо. С вами приятно иметь дело. Ну, а ты ничего не получил. И раз уж мы здесь, то почему бы не увести кресло? Давай попробуем его отвлечь. Не дает купить. Ну ладно. Ну тогда торшер. Вот так вот и происходит отмывание денег. И никто даже не узнает, то, что она что-то сперла. А теперь срочно на работу. Всякие злые сущности не ждут. Да, Мадош-то все прибывает и прибывает. И осадков все больше и больше с каждым мгновением. Поэтому думаю, что у них потопят их СНТ. Все так подтопило, настолько, что у нее уже весь двор в воде. И начинает уже подтапливать дом. Да, но она, конечно, абсолютно счастлива. Пока что все, что у нее происходит, очень хорошо идут дела. Давай попробуем вернуться к написанию книги.
Если, конечно, не замечается то, что происходит на улице, тогда все вообще идеально. И идем вытирать. Туда тебя скоро уже дольется. Ну, думаю, то, что она должна заручиться поддержкой соседей на случай потопа. Думаю, что у Закруткиных могут быть лодка, не знаю. Уж у Малинова и Рогозин точно должны быть. Но вот она в таких неладах со всеми остальными, что тут ничего не сказать. Придется просить стариков о помощи. Да, конечно, не лучшая ситуация. Тут все участки подтопило. Нужно быть готовыми к эвакуации. Здравствуйте, Федор. Спроси, помогло ли лечение? Как будто ему даже стало лучше. Я думаю, что она, как обычно, на уши-то присядет, порадует дедулю. Скажи, не такая уж и плохая. По типу, потому что, может быть, мы там и не сходимся во мнении, но, тем не менее, мы же соседи. И между делом можно будет так сказать, что ой, а вода прибывает, что же делать, что же делать? А не завалялась ли у вас случайно какая-нибудь лодка? И действительно, Федор скажет то, что у них за баней была старая лодка, которую они сейчас уже начали вытаскивать, чтобы, если что, то можно было бы использовать ее, выплыть от этих паводков. Но сейчас Нонна, конечно же, будет говорить то, что, ну, места в лодке мало, но вы же в меня возьмете, и все в таком роде. Безусловно, безусловно. Ну, вроде как он даже смягчился, потому что... Говорит, Нонна у него нет в планах. Поэтому, если что, то думаешь, что она может рассчитывать на место в лодке. А всякие Рогозин там и прочие будут спасаться сами. Даже собачно спряталась. Это все-таки самые сильные дожди там за последние 10 лет. У них такого уже давно-давно не было. Сейчас внезапно. О, а вот и сама Тамара. Поприветствую ее. Спроси, как она поживает. Сейчас наверняка все на нервах из-за всей этой ситуации. Естественно, лучше держаться вместе, а то куда мы друг без друга. А там, глядишь, может быть, и домик они на нее перепишут, почему бы и нет. Мы ж такие хорошие соседи, не правда ли? Но она посмотрит на эту лодку, и, конечно, она ее, ну, не впечатлит, мягко говоря. Потому что какая-то она старенькая. И она будет думать, вот надежно вообще в этой лодке или нет. Может, лучше уже сейчас бежать спасаться. А то, глядишь, так все действительно затопит. Ну, конечно, на случай чего хороший запасной вариант, в конце концов. Поэтому давай-ка скажем пока и пойдем домой. И Нонна, конечно, так себе подумает, что, ну, вот у нее больше всего воды. А у них вроде как еще даже ничего, все терпит. Может, если что, то она просто переберется к старикам. Почему бы и нет? Раз уж они уже на крючке. Может, действительно, до них вода-то и не дойдет, раз ее тут так топят. И все, конечно, будет тогда так хорошо и замечательно. Все будет просто прекрасно. Можно будет поехать к старикам, переехать в новый дом, выпустить собственную монографию, биографию. Все будет просто великолепно. Ну и, конечно, проснувшись этим воскресным утром, она себе уже воображала того, что переезжает, и как будет прекрасно. Может быть, еще запустить собственные курсы. Она просто представила, как она выходит на сцену и говорит всем: несите мне деньги, и будет вам счастье. И все будут бросать ей деньги, и как все будет прекрасно. И гадкий Малинов пропадет в пропаде, и Рогозин разорится. И у нее будет 3, нет, 4, нет, может быть 10 домов. И она заработает просто все деньги мира на своих книжках. Поэтому в таком благостном настроении Нонна решит, что пора воплощать все свои планы. Ее уже, наверное, мало волновало то, что ее дом затопило, и первый этаж уже погружается под воду, потому что это все мирское. А она единственная, кто может дать этим людям
все, что им надо. Она будет улыбаться им, а они будут улыбаться ей в ответ. Вполне возможно, именно все последние успехи и так сильно скружили голову, то теперь она просто грезила тем, что может стать владычицей своей судьбы и решать судьбы других. А может быть, она всегда просто это знала, а сейчас день такой, или это период. Давай даже поприветствуем собачную. Раз уж это несчастное существо зашло на твой участок, может быть, ты сможешь осуществить свой план и осчастливить даже это мизерное существо. В конце концов, в этом великом потопе она может спасти не только свою душу. Не правда ли? В лодке найдется еще одно место для собаки. Да и вообще, наверное, для всех собак. Для всех собак и для всех людей. И они все соберутся в один большой Ноев ковчег, и все вместе будут спасены. Полагаю, именно с таким настроением она пребывает в этом всем и решит отправиться на главную площадь, чтобы об этом сообщить. Потому что, судя по всему, больше ничего ее уже не волновало. Теперь с 2 собаками, ну или может с одной, я думаю, что можно отправляться. Прибыв в парк, Нонна как раз захотела выступить. И это все очень кстати. Пока что в ожидании последователей. Господи, куда ты рванула? Все еще нет такого большого количества, поэтому для бодрости я полагаю, что можно купить парочку чашечек кофе. Кстати, несмотря на все опасения, в городе не было прям уж такого количества воды, как она ожидала. Это только их СНТ настигла врасплох. Ей нужно расслабиться. Правда же от кофе нужно расслабиться? Не правда ли? И Нонна уже все аж трясло от предвкушения. И она была прям готова бежать и выступать. Конечно, всех присутствующих несколько смутили эти речи. Даже можно было бы сказать, что это был какой-то одухотворенный бред о конце света, спасении, и о том, что она божество. Но немногочисленный народ все-таки решил собраться и посмотреть, что же происходит. Все-таки не каждый день в этом городке кто-то сходит с ума, не правда ли? Но местным пхенчугам всегда интересно что-то такое послушать. Но, кажется, это все даже было не очень важно для Ноны. В этот момент она уже была в настоящем экстазе и решила выйти поближе, чтобы рассмотреть всех, как ей тогда казалось, последователей. Как вдруг случилось это. О боже. И именно тут она поняла, как же сильно все-таки она была не права. И то, что на самом деле никакая она не богиня этого мира, а только смотрящий вот кто единственный повелевает здесь всем. И она покаялась в своих грехах и поняла то, что все, что она делала, было абсолютно неправильным. И теперь она должна исправить все свои грехи и сделать воздаяние смотрящему. Именно такие своеобразные мысли посещают, когда вас ударяет молния. Ну что ж, вот мы отыграли еще одну неделю за семью, а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ну а с вами был Yonyways. Ставьте лайки, пишите комментарии. И на этом я не прощаюсь. Увидимся в следующей серии.